Я вас приветствую, дорогие мои друзья и гости моего канала. Сегодня на моем мастер-классе я вам хочу предложить вместе со мной сшить вот такого замечательного кота-фея. Так как приближается День Святого Валентина, я думаю, этот котик будет очень актуальным подарком для ваших родных, близких и любимых. Итак, какие материалы вам понадобятся для создания кота-фейчика? Выкройка. Вы ее найдете внизу под видео или на просторах интернета она есть в свободном доступе. Бантик из рафии. У меня именно такой, а вы можете, конечно же, любой другой бантик один приобрести. 2 пуговички, ниточки мулине для носика, ключик на сердечко, контур черный, клей для ткани. Обязательно нужен кусочек флизелина, ткань для сердечка и крылышек и ткань, основная ткань для тела. У меня флис персикового цвета. Также я буду использовать еще реснички и пастель розовую. Ну и, конечно же, нам нужен еще наполнитель. Я буду использовать это холофайбер. Ну и самое главное, это хорошее настроение. Итак, друзья, приступим. Нам необходим кусочек ткани 36 по ширине, 22 по длине. Флис берем и укрепляем флизелином. Хочу обратить ваше внимание, что флис у нас тянется по ширине. Вот так. Долевая у нас меньше тянется. И флизелин у нас имеет тоже вот растяжение по ширине больше, чем по долевой. Конечно же, нам обязательно нужно вот это растяжение совместить. Обязательно это совместите. И хочу сказать, для чего я это делаю именно сейчас, так как хочу, чтобы форма котика была как бы ограниченная, потому что флис достаточно мягкий материал и очень хорошо тянется. Его можно прям наполнить очень сильно. Мне хотелось более такой какой-то стабильной формы, поэтому я буду укреплять флизелином флис. Укрепляем при помощи утюга, и после этого мы складываем ткань лицевой стороной вовнутрь и переносим выкройки. При помощи карандаша или специального стержня по ткани мы переносим выкройки. Обязательно ставьте начало ушка точечками, отметьте, пожалуйста. И обязательно не забудьте для отверстия тоже оставить 2 меточки, чтобы мы могли прошить все по контуру и не забыть сделать отверстие для выворачивания. Итак, мы все прошиваем по контуру, только на теле оставляем место для выворачивания. Итак, теперь нам нужно сделать крылышки и сердечко. Для этого мы возьмем цветную ткань шириной 36 сантиметров и по долевой нити 15 сантиметров. Складываем ее вместе лицевой стороной вовнутрь и переносим выкройки крыльев и сердечко при помощи карандаша или специальной ручки для ткани. Обязательно не забываем вот эти точки. По контуру мы прошиваем полностью, а на сердечке оставляем отверстие для выворачивания. Также прошиваем по контуру. Ну а перед тем, как вырезать крылья и сердечко, нам необходимо клеем укрепить полностью по контуру весь шов. Это нужно сделать с одной стороны и с другой стороны, и только после этого мы будем вырезать. Клей я буду использовать вот именно такой у меня. Клей для ткани и страз. Вы можете использовать самый обычный клей ПВА, но только развести его немножко с водичкой. Нужно нанести контур клея по всей окружности и немножечко его вот так вот распределить достаточно тонким слоем. И по центру, вот на этом месте, на крылышках, нам нужно тоже проложить контур такой небольшой клея, для того, чтобы укрепить здесь это место, так как здесь мы сделаем разрез, и через него мы будем выворачивать крылья.
После того, как я укрепила швы, я вырезала на 3 миллиметра по контуру, сделала рассечки вот в этих местах остренькие, и на сердечке точно так же. И то место, где мы с вами укрепляли клеем, вот здесь у нас, мы должны сделать маленький прорез. Вот таким образом. И теперь через него мы будем выворачивать. Так как здесь укреплено клеем, у нас не разлезется ткань и будет удобно наполнять. И на ручках мы делаем маленькие надсечки. И на ручках мы делаем маленькие разрезы. Вот такие небольшие. Для того, чтобы мы могли их вывернуть. То есть мы берем ткань пополам, вот так складываем. Буквально на 2 миллиметра прорезаем. И такой же мы делаем разрезик на хвостике. Вот так. После этого мы выворачиваем. Вот такие заготовки у нас получились. Теперь необходимо нам их наполнить холофабером. Вот так выглядят наполненные детали. Зашили сбоку мы потайным швом, крылышки мы не зашивали, но показываю, какое наполнение со всех сторон, чтобы вам было понятно. Сердечко у нас тоже зашито потайным швом, такое тоже наполнено хорошо. И ручки мы тоже наполнили, зашили просто обычными стежками, и хвостик тоже. Ну и будем продолжать. Итак, друзья, перед тем, как вышивать носик, нам необходимо найти центр мордочки. Мы булавочку вставляем посерединке между ушками и внизу под мордочкой натягиваем ниточку. Центр мы нашли, и теперь нам необходимо взять нитку мулине и начнем вышивать. Теперь нам нужно сделать утяжки глаз и утяжки ушек. Вот так. Для этого мы возьмем просто белую нитку. И в том месте, где у нас будет глаз, мы вводим иголку. И делаем закрепку. После этого мы выводим сзади уха. И так мы делаем несколько раз, вперед-назад. После того, как утяжка у нас уже сформировалась, она крепко держит ушко, нам нужно перейти иголочкой на второе ухо. Мы берем, проходим сквозь, сзади по голове и делаем с другим ушком то же самое.
Итак, мордочка у нас немножко уже прорисовалась. Будем теперь пришивать ручки. При помощи большой иглы мы отмечаем местоположение рук, симметричность. Ставим меточку. И вот так мы сейчас пришьем ручку с пуговичкой. Ну а теперь нам нужно пришить сердечко. Мы пришиваем тоже ниткой. Итак, сердечко мы пришили, узелок завязали, ниточку обрезали и обязательно закрепили узелок клеем. Теперь нам остался хвостик, мы его вот здесь приклеиваем на термоклей и мы приклеиваем крылышки на том месте, где нам больше понравится. Сейчас я приклею и мы с вами продолжим дальше. Итак, крылышки мы приклеили, хвостик тоже. Осталось нам нарисовать глазки и сделать тонировку. Глазки я буду рисовать черным контуром по ткани. Можно, конечно же, пришить бусинки. Это уже кому как нравится. Делаем точечки. Обязательно ждем, когда они подсохнут. Глазки у нас подсохли, теперь я приклею ресницы. Возьму капельку клея, выдавлю себе на руку. Я использую вот такие пучковые ресницы. Так, реснички приклеили. Теперь мы сделаем румяна. Я буду использовать сухую пастель. Можно использовать обычные румяна или тени для глаз. Возьму просто самую обычную нитку мулине и вот здесь между ушками завяжу ниточку.
И осталось приклеить бантик. Я его приклею на термоклей. Вот и готов наш котофей. Я пришила еще сюда ключик. Он, конечно, немножко сливается, на экране не сильно видно, но такой красивый ключик медного цвета. Очень хорошо смотрится. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Наш мастер-класс подошел к концу. И я вам всем желаю, конечно же, любви, конечно же, удачи, конечно же, творческого вдохновения. Дарите своим родным и близким вот такие прекрасные подарки. Делайте их своими руками, потому что это очень здорово. Всех приглашаю на свой канал. Тем, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки. И я вас буду с удовольствием радовать новыми мастер-классами. Всем пока-пока, до новых встреч!